Ребята, добрый вечер. Не могу пройти мимо комментариев. У нас такая интересная дискуссия развернулась после сегодняшнего видео про Димаша и Цоя. И активная шла переписка, разные мнения. И мне даже хочется сейчас немножечко дополнить эту тему, и немножечко даже заступиться за Цоя, потому что я слышал такие немножечко ваше мнение, что там, на вас Цой там влиял деструктивно, или он гонял вас в депрессию, или там что песни Цоя несли разрушающий заряд, и что он там пел как не надо жить, но не пел как надо жить. В общем, попробую немножечко за него заступиться и кое-что вам объяснить. На самом деле, вот то, как мы воспринимаем Цоя и как сейчас идет переписка, еще раз доказывает мою теорию, что Димаш с нами разговаривает на совершенно новом языке, на языке энергии, на языке вибрации. Именно поэтому мы так легко его чувствуем, именно поэтому мы так хорошо его понимаем. Цой же, понятно, Цой пел по старинке, Цой пел словами, и он своими словами доносил ту мудрость мира, которую он знал. А так как мы с вами уже слова трактуем каждый по-своему, и уже 100 раз я убеждался в том, что любое сказанное слово, проходя через призму человека, искажалось, и он понимал его по-своему, это уже доказывать даже не приходится, потому что уже, видимо, настолько у нас много мусора в нашем чердаке, извините за такое высказывание, но это я больше про себя говорю, что порой мы не понимаем истинное значение слов и понимаем его только под призмами тех шаблонов, тех рамок, которые у нас сложились за время нашей жизни, которые нам навязали, в том числе разные социальные группы и так далее. Так вот, даже давайте для примера быстренько, прям я еще раз пройдусь по этой песне «Белый день», которую я сегодня зачитывал. Но ведь глубочайшие слова, как можно там в них видеть какой-то деструктив? Песня без слов, ночь без сна, все свое время, зима и весна. То есть, кстати, песня без слов, намек, да, что слова-то не нужны на самом деле, что достаточно просто петь, излучать вибрации. Все свое время, зима и весна, он говорит о том, что разные периоды проходят, когда-то идет зима, всем холодно, а когда-то идет потепление. Каждой звезде свое небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть. Но говорится о свободе выбора, говорится о нашем мире, что наш мир устроен так, что каждый из нас свободен выбирать. И есть соблазны, есть там возможности для любого направления. Это ваша воля делать выбор в том или ином направлении. Каждой собаке палку и кости, каждому волку зубы и злость. То же самое. Вот то, чего вы заслуживаете, то вам и дано будет. Если собака заслуживает палку и кость, она это получит. Волк заслуживает зубы и злость, он это получит. Так же и люди. Вот что мы с вами заслуживаем, то нам пространство и дает. Оно зеркалит нас. То есть, что мы даем пространство, то нам в ответ и прилетает. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Но это наш современный мир. Потому что наш современный мир уже настолько враждебен, он настолько пропитан негативом, все эти войны, распри, там, государства. Планета от нас уже устала, планета уже пытается нас сбросить себя, потому что мы ее просто уже там загадили, осквернили, уже столько негатива в пространстве, что она уже пытается от нас избавить. Он говорит об этом, что весь мир идет на меня войной, что надо что-то с этим менять. И то стихотворение, которое я сегодня не зачитал, я сейчас зачитаю. Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух, если есть шаг, должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. То есть это миропорядок. Он говорит о миропорядке, что если есть ночь, то есть свет. Да? Если есть тьма, есть свет. Если есть след, значит есть шаг. Ну, то есть он говорит про мировое простроение этого мира.
И ну и дальше. Хочешь ли ты изменить этот мир, сможешь ли ты принять как есть, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон. Это тоже на самом деле посыл нам, что либо мы как стадо и нас просто на коротком поводке ведут на убой, либо мы выходим из этой спячки, делаем шаг вперед и заявляем о себе. И выбираем, либо мы погибнем, либо мы взойдем на трон, либо мы взойдем на новую эпоху. Ну, то есть этот человек пел 40 лет назад. Как тут можно увидеть какой-то деструктив, как тут можно увидеть какую-то разрушающую энергию? Или вот, например, сегодня одна из вас привела слова из песни «Апрель», но это же, ну вы послушайте, припев этой песни. А он придет и приведет за собой весну, и рассеет серых туч войска. И когда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. Ну кто это, ребята? Может быть, это наш дорогой Димаш? Вы посмотрите, какая вселенская тоска в его глазах. А этот рисунок сделал один известный в Ютубе художник. Он буквально 4 дня познакомился с Димашем, послушал его песню «СОС», и на следующий день нарисовал вот этот рисунок. Но это разве не вселенская тоска в его глазах? Читаю дальше, это же еще не все. «И откроются двери домов, да ты садись, а то в ногах правды нет». То есть мы открываем свой дом, мы открываем свои души, все, мы становимся гостеприимными, мы его впускаем в себя. И когда мы все посмотрим в глаза его, то увидим в тех глазах солнце свет. Все, мы его впустили, и мы увидели тот свет, который он несет. Ну, разве не про Димаша слова? Ну, точь-в-точь слова, 40 лет назад сказанные, рассказывают о том, что сейчас происходит. Появление Димаша. Просто еще раз говорю, все, нам Димаш дал новый язык. Язык слов устарел. Мы уже не можем на нем общаться. У нас уже столько шаблонов в голове, что мы перестаем его воспринимать. Кто-то пишет, что Цой, Высоцкий там были бунтарями. Там, ну да, они были бунтарями, конечно. Они говорили те вещи, которые входили в резонанс, которые вызывали волнение, потому что они выбивались из ряда. А Димаш не бунтарь? Ну, в хорошем смысле слова. Вот посмотрите, вот, пожалуйста, вот на это. Сейчас. Включу вам. Чтобы те, которые там поняли, все до единого, мы все люди. И никто не вправе распоряжаться судьбой другого человека. Он не Бог, потому что. Вот скажите мне, кто из действующих поп-артистов, ну или, не знаю, артистов эстрады позволял себе такое говорить в адрес сильных мира сего, обращаясь напрямую там, к главам основных государств, что вы не имеете права обращаться с человеческими судьбами, потому что вы не боги. Это не бунтарство вашему, это еще какое бунтарство. И вы послушайте, как он это сказал. Он это сказал прям с такой, ну не претензией, а с какой-то силой, потому что он чувствует свою силу. Давайте еще раз посмотрим, да? А между прочим, до этого он сказал еще очень интересные слова. Я выбрал эту тему, потому что я, конечно, как и все, наблюдаю за тем, что происходит по миру. И меня качает то, что в последнее время стало очень много войны. Я одно не могу понять, к чему это все? К чему это? Зачем это вообще? Простой народ хочет жить дружно и спокойно. И вообще нет плохой нации, по идее. Нет плохой нации, есть плохие люди. А вот если в самое начало этого ролика, то мы Завершу песню, я сочинил. услышим про язык.
память не изменяет, около 5 лет назад текст написал один очень известный китайский поэт, песня на китайском языке, но так как Вот сейчас в слушайте. музыке нет нации, музыка не нуждается в языках, у него есть свой язык. Мне кажется, вскоре все-таки сегодня... Потрясающе, да? Согласитесь. То есть Димаш прямым текстом говорит. Ну вот, все, что в принципе я хотел дополнить к этому ролику. И, конечно же, я не ставлю на одни весы Цоя и Димаша. Конечно, не ставлю. Я их не сравниваю. Я лишь говорю о том, что это оба великих человека, который каждый появился в свое время, в нужное время, в нужном месте. И именно на том уровне, котором мы могли воспринимать, давал нам информацию. Мы подросли за эти 40-50 лет, мы смогли воспринять то, что нам Димаш дает, и Димаш появился. И я в комментариях писал, что если применить такой военный термин, то Цой это был там, ну, лейтенантом, капитаном, а сейчас к нам на землю спустился сам генерал, а то может быть там и маршал. То есть, конечно же, у Димаша силы намного больше, и он спустился не один, там с ним целая армия, как я говорю. Поэтому, конечно же, но просто каждый из них заслуживает отдельного внимания, в том числе Цой. И если вы вдруг еще Цоя для себя не распробовали, почитайте его тексты, посмотрите его песни, и я думаю, что сейчас под воздействием Димаша вы увидите очень глубокий смысл в его песнях. Ну что, всем спокойной ночи, всем пока-пока, всех обнял.